Так, друзья, сегодня появились какие-то более-менее хотя бы конкретные, санкции по вопросу отключения России от SWIFT. Последние 2-3 дня говорили о том, что Россию полностью хотят отключить от SWIFT платежей. Конечно, с одной стороны, да, были сложности с тем, чтобы согласовать это решение со всеми участниками, там Евросоюз, соответственно, США. США, как я понял, они продавливали эту инициативу для европейцев, а они, в свою очередь, отказывались и вот пришли к какому-то консенсусу. Почему это выгодно США? Потому что чисто теоретически отключение России от SWIFT перекрывает все международные платежи, не перевозом налички этой на поездах там, да, или самолетом. Авиасообщение, я как понял, вообще в принципе мы со всей Европой уже разорвали. То есть они с нами, поэтому тут остается перевоз налички какими-то другими видами транспорта. Почему это вообще в принципе важно? Потому что у нас экспортная политика, соответственно, много всего мы производим и продаем в ту же самую Европу, нефть и газ как минимум, да. И нам очень важно, чтобы оплата за поставку сырья и каких-то товаров происходила быстро и удобно. Система SWIFT в отношении России раньше позволяла это делать бесперебойно. Но, как видите, да, все-таки пришли к решению, что будет ограничено использование этой системы у ряда российских банков. Западные страны договорились отключить российские банки от международной системы платежей SWIFT. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что страны ЕС вместе с партнерами намерены отключить некоторые российские банки от SWIFT и готовы продолжить изолировать Россию от международной финансовой системы. И в связи с этим, кстати, тоже могу порекомендовать вам открыть банковский счет в Тинькофф банке. Это сейчас можно сделать, заказать дебетовую карту, которая будет с бесплатным вечным обслуживанием. Как раз вот все карты сошлись, да, Тинькофф банк один из крупнейших банков, который на данный момент держится. И брокерский счет, кстати, тоже. Тинькофф Инвестиции работает без особых проблем на фоне того, как крашатся другие брокеры и банки, и их приложения. Тинькофф очень-очень достойно держится. Так что открывайте и дебетовку с бесплатным обслуживанием заказывайте, и брокерский счет с бонусом за открытие тоже. Все по ссылочкам реферальным в описании к этому видео. Тем самым вы сможете также поддержать канал, потому что я получу бонус, вы получите бонус и сможете как минимум купить доллары, да, или продать доллары, если вы хотите. Это серьезный такой удар, но, как говорят многие эксперты-аналитики, что Россия в целом была в какой-то степени готова, и есть у нас альтернативная своя собственная система СПФС, как-то так, по-моему, она называется. Также для общего понимания, SWIFT работает на межбанковском уровне и позволяет быстро и безопасно передавать данные о переводах, платежах и обмене ценными бумагами по специальной сети. Ее название расшифровывается как Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций. Когда вы могли сталкиваться с этой системой? Когда вы отправляли любые переводы за рубеж. По реквизитам, переводы по реквизитам в другую страну, это как раз таки вот через SWIFT в основном такие переводы и транзакции происходили. Меня как это коснулось, да, например, я пополнял свой брокерский счет Interactive Brokers непосредственно по реквизитам через систему SWIFT с Тинькофф банка. Решение по тому, какие банки отключены, какие нет. Конкретно какие банки подпадают под ограничение, блокировку вот этой системы SWIFT, я так понимаю, это Сбер, Открытие, ВТБ как минимум, да, и ряд там банков, Совкомбанк, по-моему, там тоже фигурировал, значит, те банки, на которые уже и так были наложены санкции, но вот конкретные пока что я не вижу информацию, посмотрел по другим источникам, не вижу, чтобы было конкретный какой-то список банков, что вот эти платежи по SWIFT не могут производить. Я пока что с Тиньковым держусь, и все нормально. Брокерский счет сейчас это такое место, где вы можете покупать доллар по справедливой цене, по более-менее справедливой цене, по рыночной хотя бы, а не по тем курсам, которые вы видите в своих банковских приложениях. Там вообще просто жесть, за 100, за 150 по некоторым банкам доходил курс. Это все закладывают, конечно, банки риски свои. Что будет происходить в понедельник, мы опять же посмотрим. В следующем ролике расскажу подробнее про то, что будет происходить завтра.